Всем привет! Эти дни продолжал заниматься пчелми. Поездил по округе, поразвешивал ловушки, которые делал в прошлом видео. На них-то я особо и не надеюсь. Особенно на те, которые из бочек. Но, как говорится, попытка не пытка. А вчера и сегодня практически провел в столярке. Сделал 6 доньев для новых ульев, чтобы были про запас на всякий случай. И чтобы не переживать и не суетиться, когда понадобится. Еще думаю, из-за подготовленного воска отлить вощину и навощить в рамки, чтобы уже все было подготовленное для пчел и можно было наконец-то взяться за другую работу. То, что делал раньше, уже закончилось. Часть пошла в ловушки, часть подставил рою, который садила в новый улей на голую вощину. Позавчера смотрел их, так у них практически все стянуто, лишь там 1/3 снизу нужно дотянуть. Но у них там полрамки расплодов на выходе, которые я им подставлял. Да и смотрю, мисочки на маточнике потянули. Так решил еще добавить, чтобы расширить гнездо, им тесно не было. А то опять прояться и придется за ними 3-й раз уже гоняться. А оставшуюся добавил еще в один новый улей, пересадил прошлогодний рой, ту семейку, которая осенью была очень слабая и которая думал, что не перезимует. А оказывается, они весной сейчас набрали довольно хорошую силу, было аж 7 рамок с расплодом. Снимать не стал, как это делают, так как нужно было по-быстрому их перекидать, чтобы его не застудить, да и повозиться пришлось. Оказалось, что в старом улье были рамки в длину 46 сантиметров. И если их повернуть, то в новый улей не влазит, так как он всего лишь шириной 45. Так пришлось помучиться. Спиливал верхнюю планку, вместо нее набивал в полсантиметра новую, вбивал по гвоздику и так переставлял. В итоге 3 часа с ними провозился. Надеюсь, что не сильно навредил. Быстро оклемается и возьмутся за работу уже в новом доме. Ну а так как для пчел практически уже все подготовлено и наконец-то восстановилась теплая погода, то пора уже браться и огороды сажать.
самого утра пораньше еще один раек высыпал. Он засел на самой верхушке груши. Скорее всего, его и не достану уже. Метров 10-15 будет. Наверное, из этого уля опять. Хотя не знаю. Там вроде были маточники. Я все-таки это сделал. Там наверху оказалось, что суки были расположены так, что удобно было сидеть на них и снимать. Да и пчелы оказались, на удивление, спокойными и миролюбивыми. Может быть, из-за дождя, который из бутылки был. Но масочку все же одел, а то получилось бы как с Винни-Пухом. А пятачка с ружьем рядом-то нету. Только что Шада, да на нее понадеялся, он саму пришлось с соседнего дерева снимать. Опять на шпаков позарилась. Что, сфинкс? Опять лезешь к шпакам? А ну, слазь. Шадо. Шадо. Пошли домой кушать. Пошли домой? Пошли. Идем. Слазь, пошли домой. Шадо. Шадо. Пошли домой. Пошли. Пришлось на бис лезть на дерево снова. Щетку забыл. В принципе, не так-то и сложно, а вот спускать было районе не очень удобно. Дома вроде бы есть такая штанга, с помощью которой дед снимал. Да вот я не знаю, как пользоваться ей, как стрясать в нее. Не знаю, надо будет как минимум веревку купить подлиннее, чтобы было на всякий случай такой. Чтобы можно было спустить районную и не слазить с ней вместе. Ну а пчел сейчас в холодок, а вечером или завтра утром пересажу в новый улей. Там как раз и дони должны подсохнуть к этому времени. А сейчас идти продолжать заниматься огородами. Кстати, груши, скорее всего, все-таки будут. Не все мороз побил, наверху есть. Еще один. Но на этот раз уже точно с этого улья. Видел, как выходил, пробовал водой позбивать. Чтоб подумали, может, дождь. И назад полезли. Да и изглупил немного. Сидела здесь матка, но не успел словить, сразу улетела, пока сообразил. Раз не знаю. Придется ждать, скорее всего, опять на грушу сядет. А, ну да, он. Только что уже на другой сук, на который не долезешь. Да и садить мне-то некуда уже. Районе-то занята. Нашел ящик на чердаке. Сейчас попробую что-нибудь по-быстрому сделать. Ящик вообще какой-то, смотрите. Тиснение. Масло коровье СССР 1944-1951. Высший сорт 25 килограмм. Этому ящику лет уже неизвестно сколько. Но еще послужит. Ну вот, такая вот по-быстрому, на быструю руку получилось. Надеюсь, что раек за это время не свалил никуда. О, вроде сидит еще. Сейчас попробуем его достать. Хотя это будет намного сложновато. А этот раз уже веревочку взял, чтобы не тащить сразу ее за собой. Если полки были пчелами, то они бы ни почем никогда бы не придумали так высоко
строить дом. Ну вот еще плюс один. Этот рой будет поменьше и позлее. Все-таки парочку успела ужалить. Отнесу их тоже в отрезвитель. Пусть посидят, подумают над своим поведением. Ну а этих пчел надо будет тоже пересаживать в новый домик. А то если они так роиться будут, то я скоро альпинистом стану, лазя по этой груши. Нужно было одну ловушку все-таки оставить, повесить на ней. Или вообще спилить ее весной. Хотя, с другой стороны, на нее полегче будет лазить, чем на липу. Ну что, горе-ассистент, пошли домой. Идем, Шаду. Вышел косячок. Все пчелы разбежались. А здесь холодно. Не знаю, как-то они повылазили из этой ловушки. О, там жменька, там жменька, там жменька. Где-то они вылезли из нее. Вроде бы плотно закрывал. Не проверил, где-то щелка осталась. Что сейчас сделать ими? По пчеле собирать, что ли? Решил пчел попробовать пылесосом собрать. Взял свой циклон. На него сделал такую кормушку с сеткой, чтобы пчелу сильно не засасывала. И образовалась такая тяга не сильная. Ну а в саму бочку будет собираться. Попробую, пособираю. Сейчас им там холодно, они как разлетались в клубе, они сила. А по одной будут замерзать, погибать. Соберу, что получится. А там будет уже видно. Жалко, конечно. И как раз это тот первый рой, самый большой. Маленький смотрел, сидит. Маска не нужна, они все равно еле такие ходят. Падают уже в анабиоз. Только где-нибудь еще по пчеле летает. Сейчас посмотрим, чуть-чуть собрал. Посмотрю, как они. Если не сильно количество выживают, то можно будет продолжать. А нет, то пробовать дальше что-то новое. Много мусора беру, так как с земли. Но пчелки вроде барахтаются. Собираю небольшими партиями, чтобы они долго там не колбасили с этим мусором. А то и так им досталось.
Ну, вроде бы всех спылесосил. Там, если осталось, то не больше 10-20 штук, там, может, куда-то заползли, я не заметил. По 2 раза прошелся, потому что они летают с места на место, переползают. Многие уже лежат такие, еле живые. Но не знаю, на солнышке постоят, отогреются, может, еще оклемаются. А то был такой хороший большой рой, а осталось не так уже и много, если не отойдут. Какой-то сегодня безумный день вышел. Думал, огородами займусь, посажу сегодня, как раз тепло стало, а на завтра вроде бы дождь передают, полил бы все. А в итоге он целый день за пчелами гонялся. Этот раек вроде бы уже отошел, постоял на солнышке, отогрелись, так немного расчухались. Я им еще сиропу приготовил, полил, чтобы самые слабенькие подкоропились. Но только что, скорее всего, он осиротел, потому что как-то они сидят не в общей куче, а здесь 2 маленькие кучки и одна такая растянута по всей. Так что не знаю, как проверить. Матку сейчас не отыщешь. Так думаю, может быть, посадить вместе с теми. Хотя хотел тех маленьких отдельно садить. Вроде бы матка молодая, то мало ли куда пригодится заменить. Подумаю еще. Садить все равно буду утром. Да и Шаду какая-то беда приключилась. Пришла домой ковыляющая. Подошла, сразу на бок и мертвой притворяется. Наверное, научилась от чупакабры. Подошел, так она один глаз приоткрыла и ей лапку тянет. Потрогал, вроде бы целая, не сломана. Но она недовольная, а урчит. Пошла домой спать. Наверное, ей все же шпаки накостыляли за то, что по скворечникам лазит. Вот она и обижается. А еще та симулянтка. Было уже один раз такое. Но только что тогда лапка под ошейник попала. И она пришла, упала, так мертвой притворилась и показывает мне ее. Вытянул. Так она все равно лежит такая, мол, плохо ей. Я бы, может быть, и поверил, если бы до этого не слышал, как она слазила и залазила с чердака. Я раз прошел, она слезла, подумала, что я пошел в солярку, залезла обратно. Я снова зашел, опять слезла и притворяется мертвой. Что? Ну что, у тебя как твоя лапка? Болит лапка? Нет? Все хорошо? Выспалась? А кушать пойдешь? Пойдем вкусняшку дам? Пойдем там вкусняшку.